Всем привет, добро пожаловать на канал, и сегодня мы поговорим об одной из самых качественных и интересных линз, на мой взгляд. А именно я хотел бы вам показать линзу TT Artisan 35 мм с диафрагмой 1.4. Это современный светосильный объектив для кропнутых беззеркальных камер с ручной фокусировкой. То есть это означает, что данная линза не имеет электронной начинки. Она полностью мануальна, и значением диафрагмы и фокусировкой управляете вы лично своими руками. 35 мм это очень удобное фокусное расстояние, которое позволит вам использовать TT Artisan в качестве стандартного объектива под огромное количество задач. Но самое интересное в этой линзе ее цена. Мне обошлась данная линза с официального сайта всего в $50. Еще один огромный плюс, на мой взгляд, это то, что данную линзу можно купить практически под любой байонет. Давайте посмотрим ближе на саму линзу. Корпус данной линзы, как и байонет, сделан из качественного металла. Оптическая схема имеет 7 элементов в 6 группах. В комплекте с данным объективом идет передняя и задняя крышка, а также одно защитное стекло и чехол для этой линзы. Но самое интересное в этой линзе – это возможность ее использовать на полнокадровых камерах. В Full Frame в крупных объективах разница это размер светового покрытия. То есть свет, который проходит через кропнутый объектив, он гораздо меньше и не попадает на полный размер матрицы, из-за чего у вас образуются темные края и виньетка на фотографии. Но данная линза имеет нестандартную кропнутую оптическую схему. Ее цветовое пятно будет практически полностью покрывать размер кадра. Давайте перейдем к компьютеру и конкретно на фотографиях посмотрим, что может данная линза и почему она хороша для полнокадровой камеры. К примеру, данная фотография сделана с помощью этой линзы на Canon RP. И суть в том, что стандартный кроп-фактор камер, для которых сделана эта линза, это 1.6. Это примерно вот такой вот размер кадра. И плюс световой схемы данного объектива в том, что на самом деле ее фактический размер кадра максимум 1.1, может быть 1.2. То есть мы теряем всего лишь 10% от самого кадра, если снимаем на полнокадровую камеру. Тем самым просто на посте мы можем немного скадрировать кадр и получить достаточно неплохую виньетку, но при этом кадр больше, чем мы получили бы на кроп-камеру. То есть, по сути, используя ее с Full Frame камерой, вы получаете не совсем 35 мм, но приблизительно 50. Еще один плюс, как я советую использовать данный объектив. По моему мнению, он очень крутой для арт-съемки, для интересных стрит-фотографий, и в целом он передает картинку, подобную старым пленочным камерам. Также очень круто на данную линзу смотрятся кадры, снятые в киношном стиле. Если мы скадрируем данную фотографию под 16:9, в таком случае мы вообще теряем незначительные части по краям, но при этом у нас получается очень интересная и атмосферная фотография. В качестве другого примера, если вы фотографируете в более темном месте, что, кстати, эта линза делает превосходно, из-за ее значения диафрагмы, вы можете снимать в очень темных местах, и картинка будет резкая и хорошая. Так вот, в таком случае, как, допустим, на этой фотографии, вам не совсем обязательно обрезать данный кадр, чтобы получить 16:9, а мы можем его скадрировать на полный размер и растянуть края, как я сделал на вот этой фотографии. И тем самым у меня получилась очень красивая виньетка, уходящая в тень, но при этом осталось пространство сверху и снизу. Как мы видим, данная фотография и предыдущие сделаны через грязное стекло магазина, но при этом, если мы приблизим ближе, мы увидим, насколько она резкая и качественная. Далее поговорим по поводу светосилы и почему это важно. С такой диафрагмой, а именно 1.4, линзы обычно стоят по $500-1000. То есть цена за такое значение диафрагмы просто смешная. И на кадре, сделанном в закатное время в магазине с плохим освещением, все равно легко получается выставить такое значение выдержки, чтобы практически можно было остановить момент и получить нереальные детали в кадре. Данное фото без какой-либо обработки. Но если мы перейдем в камеру RAW, добавим немного экспозиции, контрастности, уберем светлые участки, выведем тени, добавим немножко уберем белого, чуть выведем черное, и мы увидим, что эта фотография стала гораздо светлее, но при этом
но при этом все детали четкие, не размытые, и данному качеству могут позавидовать многие линзы. Далее мы просто возьмем эту фотографию, скадрируем. Всего лишь на 10%. И получаем практически нормальный результат, как на полнокадровой камере. Напоследок хотел бы сказать, что это ни в каком случае не реклама, но все же, если у вас уже есть какой-то опыт фотографии и вам хочется делать интересные кадры, отличающиеся от большинства других фотографов, я вам очень сильно советую попробовать данную линзу. Она как минимум приучит вас использовать объектив в мануальном режиме, то есть не надеяться на автофокус, а как максимум прокачает ваше видение, разнообразит ваш стиль и, надеюсь, принесет вам удовольствие, потому что иногда отступать от ваших привычных действий является самым главным двигателем в креативной сфере. А на этом все, всем пока, увидимся в следующих видео.